Всем привет! Мы свой день начинаем на вокзале Ретиро. Сегодня мы отправляемся в район Нордельта. Вот очень красивый здесь вокзал, сейчас покажу. Пока мы ищем билетную кассу, но что-то они все закрыты. Все-таки в кассе кто-то был, но нас отправили в другое место. А здесь все по классике. Есть 13 окошек, но работает только одно. И все стоят туда в очередь. Такой стол. Видимо, сюда можно положить документы. Проходим на поезд, так и не поняли, сколько стоят билеты, сколько-то автоматически списывают с карты. Все идут сюда на поезд, который идет в район Тигре. Вот подъезжает поезд. Оплачивать проезд в общественном транспорте и вот в таких поездах можно карточкой СУБы. Это здесь местная транспортная карта. Но есть одна особенность. Эту карточку очень сложно найти. Например, в кассах метро или даже вот здесь на кассах вокзала. Везде было написано, что нет СУБы карт. Не продаются эти карты, а продаются они в киосках, там, где продаются сладости, всякая всячина, мелочевка. И далеко не во всех этих киосках тоже есть эта карта. Нам понадобилось очень много времени, очень много киосков обойти, чтобы найти наконец-то эту карточку. Но в итоге наконец-то она у нас есть. На первое время мы вообще не могли пользоваться общественным транспортом, потому что невозможно оплатить было проезд. Отправляемся с вокзала. Так весело мы едем. Музыканты, честно, спели 2 песни, и большинство людей дали им деньги, потому что это было весело, всем подняли настроение. Вообще было прикольно, то, что они не бьют на жалость, а как-то вот просто стараются действительно для людей. Вот мы и приехали на станцию Тигре. Памятник капибарам. Прям возле вокзала. Вокзал, кстати, тоже очень красивый. Чем богаче район, тем более экологичный. Здесь вот уже есть раздельный сбор мусора. И пластик отдельно, и картон отдельно. И намного чище. Сейчас, когда мы выходили из вокзала, нужно было еще раз приложить карты СУБы к валидатору. И только тогда списали деньги, и проезд стоил всего лишь 18 песо. Это я даже не знаю, сколько в долларах. В общем, очень дешево. Даже на знаках логотип района Тигре. Хочу показать часы работы заведений. Вот с 12 до 15:30. И получается, потом они не работают. И вечером с 8 до полуночи. Такой интересный режим работы. Пока доехали, мы проголодались. Зашли в такое симпатичное местечко. Сейчас покажу немножко. Так вот во дворе красиво все обустроили. Растения, рисунки. Очень классная атмосфера. Принесли еду. Такой симпатичный бургер. Столько картофеля. Лимонад. Так, и счет у нас вышел 2770. Мы немножко долго ждали еду, и пока ждали, нам принесли булочки с каким-то соусом. Мы такие: о, как прикольно, какая забота. Но сейчас увидели в счете, что это было не бесплатно, просто включили по умолчанию счет. Речной транспорт.
А мы дальше и сейчас ищем такси или автобус до Нордельты. Сильно отличается от того района, где мы живем. Здесь больше такие частные дома, соответственно, меньше мусора. Вообще очень приятно. И здесь вот даже барбекю готовят какое-то. Область. Оказывается, это уже не город, поэтому и отличается. Нашли автобус, заскочили на бегу и вот уже отправляемся в наш пункт назначения Нордельта. Мы приехали к торговому центру этого района. Выглядит пока все не очень радужно. Этот богатый район был построен вот на таких болотах реки Парана. Вторая по величине река Южной Америки. Так и добрались мы до Нордельты. Вот сколько здесь местных обитателей. Зимой 2021 года, по словам местных жителей, капибары вторглись в Нордельту. Людям не нравилось, что капибары портили газоны, кусали собак, откладывали экскременты. Экологи утверждают, что все наоборот. Нордельта вторглась в экосистему Карпинчо, так на испанском называют капибар. Из-за противостояния между богатыми жителями Нордельты и капибарами, капибары стали символом классовой борьбы в Аргентине. Эколог Энрике Виале сказал, состоятельные застройщики при поддержке правительства должны уничтожить природу, чтобы продать клиентам мечту о жизни в дикой природе. Потому что люди, которые покупают эти дома, хотят природу, но без комаров, змей или карпинчо. Также проекты водно-болотных угодий, такие как Нордельта, не позволяют земле поглощать дожди, поэтому сильные дожди приводят к затоплению близлежащих, более бедных районов. Только что мы побывали в Нордельте. Это закрытый поселок, где живут богатые аргентинцы. Это, получается, пригород Буэнос-Айреса. Говорят, что там даже жил Диего Марадона. Вот, это такой закрытый поселок. Туда на въезде стоит шлагбаум. Еще внутри много разных шлагбаумов, заборов. Прям закрыто, секретно. Вот сейчас выходим из богатого поселочка, из ТЦ, в бедный мир, отделенный забором и мусором. И это даже не ворота, это просто забор. Только вот здесь можно пройти пешком. Так как в этом поселке живут богатые люди, то нельзя снимать их дома, сказали, потому что они много заплатили за приватность. В общем, просят не раскрывать их частную жизнь. Вот. Поэтому мы пошли гулять дальше по набережной такой интересной реки. Как интересно, на крыше парома багаж. Сейчас вот его разгружают, люди приехали. Вот так здесь выглядит речной вокзал. Не знаю, как называется эта река. Это вот район Тигры. Такой у нее специфический запах. Заходим на вокзал. Ну все, мы поехали домой. Нагулялись, устали. Большой плюс Южной Америки в том, что сюда приезжают различные американские группы, музыканты. Можно сходить на концерт. И вот мы сейчас приехали, ищем билетный офис, чтобы купить билеты на концерт группы KISS. Вроде приехали по адресу, но тут афиша только Ван Гог. Выставка. Стоит куда-то очередь. Вот предположительно, что билетную кассу. Да, действительно. KISS, да. Металлика. У нас нет билетов на KISS или Металлика. А, написано, что нет билетов. Да. Здесь начинается очередь на другую кассу. Очередь.
Здесь тоже на Ван Гога, кажется. Не знаю, ничего не понятно. Делать нечего, стоим в очереди за билетами. Можно было бы онлайн купить, но для нас бы это было в 2 раза дороже. А почему все остальные здесь стоят, не знаю. Наверное, тоже какие-то есть там свои комиссии, да? Наверное. Отстояли очередь, купили билеты. Обошлись они нам 2 билета $110. Причем очередь в кассы примерно такая же. Сколько людей уходит, столько и приходит. Погода сегодня вообще замечательная. Тепло, в футболках вполне комфортно. Мы подошли сюда к исламскому центру. Почему-то таксист отказался нас везти, хотя расстояние было 2 километра. Прям вот нет, говорит. Мы поняли, что мы никуда не поедем, вышли из машины и пошли пешком. Но пришли мы сюда не просто так. Это по совместительству центр вакцинации. Вакцинация COVID-19. Получили бустерную дозу, тоже Pfizer нам сделали, у нас тоже 3-я вакцина. Вообще, по правилам, они должны были оформить, чтобы мы на следующий день пошли куда-то в городе искать, где делать вакцину, но у них что-то не получилось в системе, поэтому нам сделали прямо здесь. Немножко долго, мне кажется, пару часов у нас это заняло, но все равно ладно, теперь можно гулять со спокойной совестью. Такая странная история. Если вот кто-то съехал из офиса, офисы продолжают пустые закидывать письмами. Хотя здесь, очевидно, никого нет, и вряд ли кто-то сможет им ответить. Центр Буэнос-Айреса отмечен вот таким столбом. Еще в Буэнос-Айресе для пешеходов горит светофор белым цветом, не зеленым, а для машин зеленым. А красный остался красным. Заколоченный отель. Пешеходов в Буэнос-Айресе не уважают. Нужно переходить либо по светофору белому, либо, если перекресток нерегулируемый, то нужно ждать, когда накопится побольше людей, чтобы бесстрашно двинуться, чтобы водитель испугался такого количества людей. Попугай что-то ест, травинку какую-то. То ли протест, то ли автобус ждут люди с вещами. Ну, скорее всего, протест, конечно. Барабаны. Здесь Национальный конгресс. Здание. И вот напротив него проходит акция. Сейчас собаку поймали. Она хотела немножко завандалить товары, которые продают вот тут ребята. Это мы сейчас прошли место, там раздавали еду бездомным. И почему-то на фургончике, который эту еду возит, у них был портрет Че Гевары. Конечно, просто шикарное здание. Для отдыха предлагаются вот такие скамейки. Они каменные.
Причем я понимаю такую задумку на мягких диванах. Когда садишься на них, все-таки мягкая поверхность немножко сглаживается, становится более-менее равномерной, а вот на каменной как? Скамейка была очень грязная, поэтому проверять я не стала. У нас сегодня 3-й день, как мы сделали вакцину, и что-то не проходит такое дурацкое состояние. И температура вот чувствуется поднялась, и насморк, и кашель, короче, кошмар какой-то. Думали, от прогулки станет легче, но наоборот, по-моему, хуже становится, так что пойдем домой. Ну, когда гуляешь, нужно быть осторожным и смотреть все-таки под ноги, потому что частенько тут не хватает люков, то ли их воруют, то ли на ремонт, наверное, тоже вытаскивают. Ну, в общем, нужно смотреть под ноги. Стоим в очереди за круассанами. Теперь мы идем в овощную лавку за имбирем и лимоном. Вот такая лавка, но здесь тоже нет цен, надо спрашивать. Ну, мы уже примерно знаем, что сколько стоит. Причем мы как-то заходили в другую лавку, и там было намного хуже обстановка. В другой лавке продавали такие овощи подгнившие, фрукты, и я расстроилась, что осень все-таки сейчас, и как бы сезон урожая, и ничего нет. Но, как выяснилось, это просто такие хозяева лавки были неаккуратные и продавали гниль какую-то, что попало. Вот, поэтому мы теперь ходим сюда. В лавке мы купили килограмм апельсинов, лимонов немножко поменьше и вот такой большой кусок имбиря. Заплатили за это 500 песо. Получается, это больше $2 немножко. Сегодня уже 6-й день, как мы сделали вакцину. Это была бустерная доза, то есть уже 3-я наша вакцина. Мы, в принципе, знали, чего ожидать, но, оказывается, совсем была другая реакция. Вот у меня только 2 дня, как прошла температура, здесь пока еще прям болеет. Все равно некоторые симптомы сохраняются, простудные. Принимаем лекарства, пьем чай с имбирем, с лимоном. Ну, короче, хотели как лучше показать себя как ответственные граждане, а получилось, как всегда, просто выпали из жизни почти на неделю. Ну, сегодня вот концерт, на который мы собираемся пойти все-таки. Поэтому сейчас стараемся как можно привести себя в порядок, как можно лучше. И все-таки пойти жить, продолжить. Сейчас мы вышли на большую дорогу, ловим такси. Ну, отлично. Пришли, зашли на стадион. Здесь будет проходить концерт. Людей пока не так много. Хотя, когда мы сюда подходили, казалось, что прям такая толпа. Здесь продают официальный мерч, футболки. Ну да, я пока вижу только футболки и одну толстовку. Также здесь есть фудтраки, вот шаварма. Много всего продают. До начала концерта еще 50 минут. Мы пока идем поближе к сцене, посмотрим, что там. Уже какая-то музыка играет. Наверное, мы здесь единственные люди в масках. Кто-то сзади кашляет. Может быть, стоит одеть. Вот, пока все еще ждем. Осталось 20 минут. И я хотела сказать, что самому молодому участнику группы 61 год, а самому взрослому 73 года. Вот сейчас посмотрим, как будут деды отжигать. Уже 15 минут, как должно было что-то начаться, но пока так ничего и не началось. Уже поясница болит стоять. Не знаю, сколько мы выдержим. Смотрим одну и ту же рекламу уже очень много раз.
Este rico, la agarra primero, rico palito salado. Acá te llaman. Sí, ¿a dónde? Просто ходит какой-то чувак, продает какие-то снеки, у него такая пачка денег уже большая, наторговал там по мелочи. Такая плотная, такой плотняк здесь стоит людей, и как-то он тут протискивается, продает. Уже 45 минут, как должен был начаться концерт. Даже нет группы какой-то на разогреве, мы просто вот стоим. Spina уже онемела и не чувствуется, поэтому уже не больно. Quizás sea la última vez que la veamos en vivo, ojalá que no, les vamos a pedir mucha fuerza para... Спустя час вышла группа на разогрев. Что произошло? Мы прослушали 35 минут аргентинского рока. Пришел абсолютно некультурный чувак и встал передо мной. Но вот девушки меня позвали к себе поближе, чтобы мне было хоть что-то видно. Так что я не в обиде. Спустя 2 часа после того, как должен был начаться концерт, нам просто пока повесили баннер. И старые рок-группы обычно всегда ездят с прощальными турами. Так вот, у KISS написано The Final Tour Ever. Самый прощальный, самый последний тур. Ну, кажется, все расстроены там посмотреть. Gracias, Buenos Aires. We want to call I Love It Now. Надоело тусоваться в толпе, вот Азиз пошел, проголодался, и будет сейчас гамбургер покупать. Мы стояли в самом начале, но меня прям там чуть не затоптали. Это был такой ужас, я так испугалась, прям на плечи люди запрыгивали. Куда-то меня там теснили, и, короче, в итоге я просто весь концерт ушли подальше. И я просто стою молча, ничего не делаю, ничего не говорю. Так страшно было. А отсюда с конца, оказывается, намного лучше даже видно, чем там, где мы стояли. Концерт еще не закончился, но мы вышли пораньше, потому что мы просто такси не поймаем, если останемся до конца, и все люди начнут выходить. Но мне кажется, мы и сейчас особо, может, и не поймаем. Столько народу тут, оказывается, смотрит концерт без билетов. Знали бы, может быть, и не потратились бы.
такси много, большая достаточно стоянка. Но мы подошли сейчас к одному таксисту, и он говорит, на наш адрес 20 баксов просит. Капец. Мы прошли примерно 100 метров от того места, где там встретился наглый таксист, который хотел $20, и поймали обычное городское такси и доехали до дома за $3,5. Это такая обычная стандартная цена. Так что все хорошо. Концерт был очень классный. Там и гитары стреляли, и такое шоу было крутое, прям взрыв. Ну вот как настоящий такой рок-концерт, который я раньше только по телевизору видела. Но все-таки этот инцидент, который произошел, когда группа вышла на сцену, когда меня чуть не затоптали, меня прям вообще до сих пор не отпускает. Так страшно было погибнуть или покалечиться на концерте группы, у которой ты знаешь только одну песню. Но теперь-то я знаю песен больше, и да, мне очень понравилось шоу. А я с вами прощаюсь, до следующего выпуска. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии.